Предлагаю смирение поклоны моему дорогому Дикшигару, Ничилир Правишти, Шишима Бхактивиданта Свами Махараджу, Сил Прабхупад. Такие же смирение поклоны моему дорогому Шикше и Саньясгуру, Рупанудавара Шишима Бхактивиданта Нарайна Махараджу, моему дорогому Шикшигуру Ши Бхактивидьям Бхарати Махараджу, всем Ачарьи нашей Рупанудавара Барга, кланяюсь с преданным здесь. Но прежде всего, почему так далеко? Почему? Боитесь или... Саш, слышишь? Я знаю, что Влад должен быть далеко. Давай, давай. Оп-оп. О, Рибо. Ух ты. Рибо. Телак красив тоже. Очень красив. Сам сделал? Опытный. Очень. Опытный уже. Очень. Ой, Хари Кришна. Vlad, now, you can sit on a chair if you like. As you like. Сядь на стул, если хочешь. Как неудобно. Лучше. I have agoraphobia. У меня боязнь большого пространства. I get very worried when there's big spaces in the audience. Меня немножко волнуюсь, когда в аудитории большое расстояние между мной и аудиторией. So today's very auspicious day. Сегодня очень благоприятный день. Appearance day of Sri Advaita Ачарьи. День явления Шри Адвайты Ачарьи. So who's Sri Advaita Ачарьи? You can say something. Кто же такой Шри Адвайты Ачарьи? Кто может что-нибудь сказать? Дух слов. Маша, давай. Я переводчик. Я только переведу. Поэтому? Я могу перевести. Я буду понимать. Давай. На русском говори. Я? Да. Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Кто Адвайта Ачарьи? Вот. Там, Да, я знаю, что это вот. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shri Vas, Adi Gaur Bhakta Vrinda. То Господь Чайтанья, Господь is himself, the Supreme Lord. Господь Чайтанья сам является Верховным Господом. Krishna coming in the mood of Srimati Radharani. Это Кришна, пришедший в настроение Шримати Радхарани. To taste her mood. Чтобы ощутить ее настроение. And to distribute holy name. И распространить святое имя. Because that's Yuga Dharma in Kali Yuga. Потому что это Юга Дхарма в Кали-югу. And also to distribute Rag Bhakti, means Bhakti in the mood of Vrindavan. И также распространить Рага Бхакти. Это Бхакти в настроении Вриндавана. Or what's the speciality of Bhakti in the mood of Vrindavan? А в чем же особенность Бхакти в настроении Вриндавана? Это вопрос. Это вопрос. Это не чатхарма. А? Ну вот это настроение, оно изначально для души. Карма душа. В том, что любовь затемняет айшварью. А что дальше? Встречаются различные любовные настроения, и преданные забывают даже иногда, кто перед ними. Они воспринимают Кришну как непосредственного друга. В разных настроениях ему служат. Они тоже могут скричать их. Там, скажите ему, чтобы потише были. In Vaikuntha, the associates say they worship the Lord in awe and reverence. На Вайкунхе
Господу поклоняются в настроении поклонения. They know that He's the Supreme Lord. Они знают, что Он Верховный Господь. They're pure devotees. Чистые преданные. There's no trace of material contamination there. В чистом преданности нету ни капли материальной примеси. But they know that He's the Supreme Lord. Но они знают, что Он Верховный Господь. And their relationship with Him is somewhat limited. И их отношения с Ним несколько ограничены. There's devotees there in a neutral mood to Him. Эти преданные находятся по отношению к Нему в настроении нейтральном. And then there's devotees in the mood of dasiras, means they're as servants. А также есть преданные в настроении даси расы, то есть слуги. Very little friendship there. Там очень мало дружбы. No parents. Нету родителей. Lord Narayan, he's orphan. Господь Нараяна, у него нет родителей, он сирота. So everyone's sorry for orphans. И всем обычно жалко сирот. So we're also sorry. And no beloveds there. И там нету любимых, возлюбленных. No rasa dance. Нету танца раса. And in Vrindavan, a very close mood. А во Вриндаване настроение очень большой близости. Nobody thinks that Krishna is the Lord. Никто даже не думает, что Кришна это Верховный Господь. He's very dear friend, my dear son, близкий друг, дорогой сын, my very beautiful and wonderful beloved. Очень красивый и любимый человек, и Возлюбленный. возлюбленный. So Lord Chaitanya, he came to distribute that mood. И Господь Чайтанья пришел, чтобы распространить это настроение. Especially through his associates like six Goswamis. А особенно через его шестерых Госвами, через его And then all his associates. associates. Sputnik. Через всех его спутников, особенно через шестерых Госвами. So then Nityananda Prabhu, he appears like the older brother of Lord Chaitanya. Господь Нитянанда является как старший брат Господа Чайтаньи. And then Advaita Ачарьи, he's incarnation of a devotee. Адвайта Ачарьи является воплощением преданного. Advaita Ачарьи in Chaitanya Charitamrita it said that he is Mahavishnu. Адвайта Ачарьи в Чаритамрите сказал, что он Махавишну. He's not different from Advaita, from Mahavishnu. Что он не является отличным от Махавишну. And in Chaitanya Bhagavat, it said that he's Lord Shivji. А в Чайтанья Бхагават он говорит, что он Господь Шива. Means Sadashiv. То есть Сада Шива. So actually Sadashiv and Mahavishnu, they're not different from each other. То есть в конце концов Садавишну и Sadashiv, Mahavishnu. Садашива и Махавишну. Махавишну не отличны друг от друга. Madditam Shrimad Advaita Charyam Adbhuta Chestitam Yasya Prasadada Gyopi Tatsarupam Nirupayat. I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Ачарьи, Я предлагаю свои поклоны Шри Адвайта Ачарьи, whose activities are all wonderful. чьи деяния всегда прекрасны. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. Его милостью даже глупец может описать его качества. Mahavishnu Jagat Karta Mayayaya Sujatyada Tasyavatara Evaya Advaita Acharya Ishvaraha. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu. Господь Адвайта Ачарья это воплощение Инкарнация. Инкарнация Махавишну. His main function is to create the whole universe through the actions of Maya. Его главная функция это создать вселенную через Майю, через действие Майи. So Krishnadas Kaviraj Goswami, he's giving us two verses to glorify Advaita Acharya. Кришнадас Кавирадж Госвами дает нам два стиха, чтобы Glorify Advaita Acharya. прославлять Адвайта Ачарьи. So here he's saying that he's none different from Mahavishnu, and Mahavishnu is creating the whole universe. Здесь он говорит, что на самом деле здесь он является не отличным от Махавишну, который создает вселенную. You can face them. I cannot. I must Come. look at you. Oh, okay. And otherwise, I don't understand. As you like. As you like. Yeah, sorry.
Advaitang harinadvaitad acharam bhakti sangsana bhaktavataram ishanktam advaita acharyam ashraye. He's none different from Hari. Он не отличен от Хари. That's why he's called Advaita. Вот поэтому его называют Адвайта. And he teaches the cult of devotion. И он учит культу преданности. So therefore he's called Ачарья. И поэтому он называют Ачарьи. So he's the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. То есть он и Господь, и воплощение, инкарнация преданного I Господа. take shelter of him. Я принимаю у него прибежище. Advaita. Dvaita means dual. Advaita means non-dual. Двайта значит двойственный, Адвайта значит недвойственный. So Advaita Acharya, he's not different from the Supreme Lord. И поэтому Адвайта Ачарья не отличен от Верховного Господа. Therefore Advaita. Поэтому он Адвайта. And Acharya means he teaches and he gives an example. А Ачарья значит, что он обучает и дает пример. And that's why he's called Acharya. И поэтому его называют Ачарья. So when Advaita Acharya appeared in this world before Lord Chaitanya, Поэтому, когда Адвайта Ачарья явился в этом мире до Господа he saw that Чайтаньи, everybody is engaged in material activities. он увидел, что все были заняты материальной деятельностью. Some pious, some impious. Кто-то был Благочестивый. благочестивый, кто-то неблагочестивый. But anyway, all materialists. Но в любом случае все были материалистами. Nobody's chanting the holy name. Никто не воспевал святые имена. Nobody's engaged in devotional service. Никто не был занят в преданном служении. Just a small group of devotees, Vaishnavas. Только одна маленькая группа вайшнавов. So they used to gather together and they would cry, simply cry. Они собирались вместе и плакали. And the atheists and the smarta Brahmins and the Muslims, they all chastised the devotees. И все мусульмане, смарта-браманы и они, мусульмане, да, они все They're all chastising the devotees. chastising. Why are you shouting like this? Они Hare Krishna, Hare Они Krishna. постоянно ругали преданных. Зачем вы так кричите постоянно? Хари Кришна, Хари At night we can't sleep. Зачем ночью? Мы не можем спать. It must be because you're hungry, you're calling out to your Lord. Наверное, потому что вы голодны, вы вызываете к своему Господу. But if you're so hungry, don't you understand? It's no use worshipping your Lord. Но если вы так голодны, то вы должны понимать, что нет смысла поклоняться вашему So Господу. shut up, let us sleep. Поэтому замолчите и дайте нам поспать. Devotees are just crying. И преданные просто плакали. They came and complained to Advaita Acharya. Они пришли пожаловаться к Адвайте Ачарье. Advaita Acharya became very angry. Адвайта Ачарья очень разозлился. Threw off all his clothes. Он разбросал всю Jumped одежду, up. вскочил. I tell you that the Lord will appear. Я вам говорю, Господь He'll spread явится. devotional service everywhere. Он распространит везде преданное служение. The devotees became a little consoled. They became a little happier. И преданным стало немножко легче, они стали чуть-чуть счастливее. Sometimes he became very angry. Иногда он может стать очень злым, очень гневным. If you don't come, Если ты не придешь, I'll take my 8-armed form я приму свою восьмирукую with a форму chakra. с чакрой. I'll kill millions of И atheists. я убью миллионы атеистов. So you have to come. Поэтому ты You have to appear. должен явиться. He can talk to the Lord like that. Он может разговаривать с Господом таким образом. So he was thinking, how can I bring the Lord? И он думал, как же мне привести сюда Господа? And then he found a verse. Потом он нашел стих. Tulasi dalachakrena. That if you worship the Lord with tulasi and with a handful of water, Что если ты поклоняешься Господу с тулоси и с водой, then the Lord is so indebted that he gives himself to his devotee. и что Господь чувствует себя в долгу и отдает себя своим преданным. Advaita Acharya, this is what I want. Адвайта Ачарья сказал, вот то, что мне надо. So then he was worshipping his Shalagram Shila with tulsi manjaris, beautiful soft tulsi manjaris. И он поклонялся Шалаграма Шиле с прекрасными, мягенькими манджари. And Ganga Jal. И с водой из Ганги. And he was crying, screaming, shouting, hunkar. И он кричал, он плакал и кричал громко. In Vaikuntha, Narayan's throne was shaking like this. И на Вайкунтхе трон Нараяны просто трясся. So
Lord agreed to appear. Lord Chaitanya agreed to appear. Таким образом, Господь Чайтанья согласился прийти, явиться в этот мир. So Lord Chaitanya, he comes, there's 4 main reasons. Господь Чайтанья приходит по 4 основным главным причинам. 2 external reasons and 2 internal reasons. 2 внешние причины, 2 внутренние причины. The best known external reason. Самая известная внешняя причина To spread the holy name. это распространить святое имя. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Kalo nasteva, 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 gati ranita. In this age of Kali, chant the holy name, chant the holy name, chant the holy name. В этот век Кали воспевайте святое имя, воспевайте святое имя, воспевайте святое имя. There's no other way, no other way, no other way. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. So in every Kali Yuga, some incarnation comes to spread the holy name. То есть в любую Кали-югу приходит какая-то инкарнация, чтобы распространить святое имя. But in most Kali Yugas, it's not the Lord himself. Но в большинстве Кали-юг это не сам Господь. It's an empowered jiva. Это какая-то джива, которой просто дали власть. Уполномоченная джива. But in this Kali Yuga, just after Krishna himself appeared at the end of Dwapara Yuga, но в этой Кали-югу, сразу как после явления Господа Кришны в Двапара-югу, then Krishna himself takes the place of the Yuga avatar. и Кришна сам принимает, He takes the place of the incarnation in this age. принимает инкарнацию в этом виде, в этой юге. And he comes and he distributes the holy name. И он сам приходит и распространяет святое имя. But he's not distributing Vaikuntanam. Но он не распространяет Вайкунтху. He's distributing Braj name. И он распространяет Враджа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he's not just liberating people from birth and death. Он не просто освобождает людей от рождения и смерти. Or he's not just sending them back to Vaikuntha. Он не просто возвращает их обратно на Вайкунтху. Anarpata chirin chirat karnayavatir nakkalo samarpai panunnatva jalarasa sabhakti shiyam. He's distributing the beauty of his own bhakti. Он распространяет красоту своего собственного бхакти. Means he's distributing Braj Prem. То есть он распространяет Враджа Прему. Especially he's distributing Braj Prem in Madhurya Ras. Особенно он распространяет Враджа Прему в Мадхури Расе. The love of the beloveds of Krishna. Любовь возлюбленных Кришны. And especially through his followers, he's distributing the love of the servants of Srimati Radharani. А через своих последователей он распространяет настроение слуги Шримати Радхарани. Служана. They're beautiful girls. Это красивые девушки. So this mood. Это такое настроение. So those are the 2 external reasons. Это 2 внешние причины. Premras niryas, karte asvadan. Rag mag bhakti loke karte prachara. Then Premras niryas. Then he came to taste the mood of devotee. Вторая причина, это пришел ощутить вкус преданного. Now we're in the internal reasons. А теперь мы о внутренних причинах. 2 external reasons. First, to distribute the holy name. Second, to distribute Braj Prem. 2 внешние причины, это распространить святое имя и распространить Враджа Прему. А внутренняя? Main internal reason is to taste the mood of Srimati Radharani. А главная внутренняя причина, это ощутить настроение Шримати Радхарани. And then the second internal reason is answering the call of Advaita Ачарьи. А вторая внутренняя причина, это он отвечает на призыв Адвайта Ачарьи. So there we sang before. Dayakara Sitapati Advaita Gosai. Tava Kripa Bali Pai Chaitanya Nitai. Oh, be merciful, Advaita Ачарьи, though the husband of Sita. Будь милостив, Адвайта Ачарьи, муж Ситы. By your mercy we can attain Gauranitai. Твоей милостью мы можем получить Гаурнитая. We can think that if Advaita Ачарьи hadn't called like that, maybe Chaitanya Mahaprabhu would not have come. Мы можем даже думать, что если бы Адвайта Ачарьи так не взывал, то, может быть,
не пришел бы. Or maybe at the end of Kali Yuga. Или, может быть, пришел бы в конце Кали-юги. But Advaita Ачарьи was insisting, now! Но Адвайта Ачарья настаивал, сейчас! So we're lucky, otherwise we might have missed it. Мы сейчас счастливы, нам очень повезло, потому что в другом случае мы могли бы это все пропустить. So when Lord Chaitanya appeared, baby Nemi, Advaita Ачарьи was in Shantipur, he was so happy. Когда пришел Господь Чайтанья, малыш Нимай, когда пришел, то Адвайта Ачарья был такой счастливый. Dancing, everyone was so happy. Все были очень счастливы. Advaita Ачарьи, he was dancing with Haridas Thakur. Адвайта Ачарья танцевал с Харидасом Тхакуром. He's very beautiful. Он очень красивый. Kamalaksha, lotus eyes. Лотосоподобные глаза. Лотосоки. His name was Kamalaksha. He's very high-born Brahmana. Он очень высокорожденный браман. His father was a very high-born Brahmana. Его отец был очень высокого рода браман. One day, his father took him when he was young boy. Однажды его отец взял его с собой, когда он был He took him to the мальчиком, court of the king. и взял его к двору короля. So the king was worshipping Durga. А царь поклонялся Дурге. Durga is the wife of Lord Shiva. А Дурга — это жена Господа Шивы. And she's like the mother of the universe. Она мать Вселенной. She's the personification of the material energy. Она является воплощением материальной энергии. So the king offered obeisances to Durga Devi. И царь предлагал свои поклоны Дурга Деви. And then everybody else offered obeisances to Durga Devi. И все тоже предлагали свои поклоны Дурга Деви. Little Kamalaksha's father also offered obeisances to Durga Devi with everyone else. И отец маленького Камалакши тоже вместе со всеми предлагал поклоны Дурга Деви. So everyone was on the То floor, есть все были на полу, except Kamalaksha. кроме Камалакши. Get down. Давай, на пол, быстро. No. Get down. Worship. Давай, Off bow. поклоняйся No. быстро, давай на пол. And his father forced him. И его отец заставил его поклониться. И потом вдруг The deity exploded, broke to pieces. божество взорвалось, разлетелось на куски. Почему? Because Durga Devi, she's the wife of Lord Shiva. Потому что Дурга Деви — это жена Господа Шивы. And she can't tolerate, if she can't tolerate that Shivji И она не is worshipping her. могла выдержать то, что сам Шива ей поклонялся. Like there's one, you see one picture of Durga. She's standing on, she's got her foot on Lord Shiva and the tongue's like this. Ага. Божество богини Дурги, она стоит на She's got her foot on Lord Shiva. У нее стопа стоит на Господе Шиве, и у нее язык. How did that come? Как это случилось? Как так See, she was in a fury. She was killing demons, killing. Она была в бешенстве, она убивала демонов. The demons, the demigods didn't know how we can stop her. И никто не знал, как остановить, ни полубоги, ни демоны. So in the end, Shivji, he lay on the ground just in front of her. И в конце концов Господь Шива сам лег перед ней на землю. And then she stepped on him. И она наступила на него. And then she's looking. И потом, когда она увидела, что она сделала, у нее вот такое вот получилось. So then she stopped. Она остановилась. So she can't tolerate if her husband is in an inferior position to her. И поэтому она не может вытерпеть то, что ее муж в низшем положении по отношению к ней. So, especially in Chaitanya Bhagavat, there's so many pastimes with Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Ачарьи. Особенно в Чайтане Бхагаватам описаны описаны игры Господа Чайтани и Адвайта Ачарьи. It's okay. Pastimes. Chaitanya Bhagavat.
Advaita Ачарья, he had a school. У Адвайта Ачарьи была школа. So when Lord Chaitanya first appeared, first he was like a naughty boy. Когда Господь Чайтанья впервые явился, он был непослушным ребенком. Very naughty. Очень непослушным. Probably even naughtier than Krishna. Может быть, даже более непослушным, чем Кришна. Then later on, he became a scholar when he was like 15, 16 years old. И когда ему было примерно 15-16 лет, он стал ученым. So that time, he didn't show his mood as the Supreme Lord. И тогда у него еще не было проявлено настроение Верховного Бога, Господа. But he was very expert scholar, very proud. Но он был очень гордым и очень знающим ученым. Defeated everybody. И он всех побеждал в споре. And he was proud of it. И он был очень гордым. So then he went to Gaya. И потом он пошел в Гаю. After his father left this world. После того, как его отец покинул этот мир. And he offered Pinda, he offered prasadam to his father, Jagannath Mishra. И он предлагал просаду своему отцу Джаганатхе Мишре. There he met with Sri Ishwara Puripad, his spiritual master. И там он встретился с Шри Ишвари Пурипадом, своим духовным учителем. So from Ishwara Puripad he received initiation. И он получил инициацию Шри Ишвара Пурипада. And immediately he changed completely. И он в тот момент он абсолютно изменился. He became Bhavuk Nimai, Он ecstasy, стал в Crying. состоянии экстаза, плакал, chanting the holy name, chanting his Gayatri mantras. воспевал Гайатри мантру, святые имена. He came to Ishwara Puripad, what mantra have you given me? И он пришел к Ишвара Пурипаду и сказал, какую мантру ты мне дал? When I chant this mantra, I'm like mad, I'm crying, laughing, dancing. What's happened? Когда я воспеваю эту мантру, я плачу, танцую, меня трясет. Что происходит? Ishwara Puripad said, oh, this is very good. Ишвара Пурипад сказал, о, это очень хорошо. You're making spiritual advancement very nicely. Ты очень хорошо продвигаешься в духовном развитии. So this is what spiritual master wants. Это именно то, чего хочет духовный учитель. He wants to see his disciples making spiritual advancement. Он хочет видеть, как его ученики продвигаются в духовном That's what развитии. he's come for. Он для этого и пришел. So when they're practicing and by his grace they're advancing, so he becomes very happy. То есть, когда они практикуют и его милостью продвигаются, он становится очень счастливым. Nimai Pandit returned to Navadvip И Нимай Пандит возвратился в Навадвип and he met with the devotees. и встретился с преданными. Not as the Lord, he met just a very humble devotee. Не как Господь, а просто как преданный. And he received the blessings from the devotees. И он получил благословение преданных. Oh, may you become a nice devotee of Krishna. Пусть мы благословляем, чтобы ты стал хорошим преданным Кришне. And he was very grateful. И он был очень благодарен. Why? Почему? Because mood of devotion comes from devotees. Потому что настроение преданности приходит от преданных. Even Krishna needs to get that mood from his devotees. Даже Кришне нужно это настроение от своих собственных преданных. So then after a time, So he came back to Gaya, and then the devotees, they told Advaita Ачарья. И вот он вернулся в Гаю, и преданные сказали Адвайта Ачарье. So up to that time, Advaita Ачарья had not really known that Lord Chaitanya is the Supreme Lord. То есть до того момента Адвайта Ачарья на самом деле не знал, что Нимай это Верховный Господь. But when he heard that Nimai Pandit had become devotee, Но когда он услышал, что Нимай Пандит стал преданным, they became very ecstatic. он очень был в экстазе. He said, oh, we'll see a flood of devotion everywhere. Мы увидим просто потоп преданности везде. They were very ecstatic, very strong. Он был в экстазе, он стал очень сильным. Devotees became very happy. И преданные стали Advaita Ачарья went to Shantipur. И Адвайта Ачарья пошел в Шантипур. That's a little distant from Navadvip. На небольшом расстоянии от Навадвип. It's like an hour by bus, I think. So На автобусе примерно час. good walk. Так прогуляться неплохо. Then, after some time, Lord Chaitanya revealed himself as no, before that.
before that. До этого, One day, однажды, Nimai Pandit came with Gadadhar Pandit. Нимай Пандит пришел к Гададхару Пандитам. He went to visit Advaita. Он пошел посетить Адвайта. So in Mayapur, Jagannath Mishra's house is not very far from Advaita's house and Gadadhar's house. Very close together. В Майяпуре дом Джаганнатха Мишры недалеко от этих двух домов. So then, Advaita Ачарьи, when they came, Gadadhar Pandit and Lord Chaitanya, when they came, Advaita Ачарьи was worshipping the Lord, sometimes crying, sometimes laughing. Адвайта Ачарья поклонялся Богу, он иногда плакал, иногда смеялся. When Nimai Pandit saw this wonderful devotional display, И когда Нимай Пандит увидел это чудесное проявление преданности, he became ecstatic он тоже впал в экстаз and he fell on the ground unconscious. и упал на землю без чувств. Advaita Ачарьи said, "Oh, now I know who you are. Адвайта Ачарья тогда сказал: теперь я знаю, кто ты такой. You're a thief. Так ты вор. You've been stealing for so long. Ты так долго воровал у меня. And now I'm going to steal from you." А теперь я буду воровать. And then he gathered all the ingredients for worship. И он собрал все ингредиенты для поклонения. Nimai, Bhavuk Nimai is lying on the floor. Павук Нимай просто лежал на полу. Advaita Ачарьи is worshipping with incense, lamb, Адвайта all Ачарья the проводил auspicious substances. поклонение со всем необходимым, с лампой, с благовониями. Gadadhar Pandit is looking. Гададхар Пандит смотрел. Advaita Ачарьи is an old man, very senior brahmana, senior devotee. Смотрел, как этот старый человек, серьезный, преданный. Why are you worshipping this young boy? Почему ты поклоняешься этому маленькому мальчику? Advaita Ачарьи laughed. Адвайта Ачарья He said, рассмеялся. "How long are you going to think he's just a young boy?" Недолго осталось, пока ты еще думаешь, что он просто молодой человек. So then Gadadhar Pandit said, "Whoa, И Гададхар Пандит подумал: ох ты, maybe he's the Supreme Lord." может быть, он Верховный Господь? So then Advaita Ачарьи, he went to Shantipur. И Адвайта Ачарья пошел в Шантипур. And after that, Lord Chaitanya revealed that actually he's the Supreme Lord. И после этого Господь Чайтанья явил, что он действительно And Верховный then there were wonderful Господь. pastimes with Shivas И Thakur. потом были те чудесные игры с Шривастхакуром. Nityananda Prabhu came. Потом пришел Нитянанда Прабху. So then one day, Lord Chaitanya told Ramai Pandit, "You go and tell Advaita И Ачарьи однажды он сказал Рамай Пандиту: иди и скажи Адвайта Ачарье. I already recounted this. When Я уже с вами Ramai went рассказывал. and Advaita Ачарьи, he became so ecstatic that his Lord had come. Я же рассказывала, как Рамай Пандит пошел к Адвайта Ачарье и сказал, передал ему эти слова, и как Адвайта Ачарья был просто в экстазе от этих слов. Ramai Pandit said, "The Lord said you should come." И Рамай Пандит сказал: Господь сказал, чтобы ты пришел. No. If he's the Lord, he has to find me. Если он Господь, он должен меня найти. And he went and hid in Nandanacharya's house. И он пошел и спрятался в доме Нанданачарьи. Everyone hid in Nandanacharya's house. Все обычно прячутся в доме Нанданачарьи. Nityananda Prabhu hid И there. Нитянанда Прабху там прятался. Lord Chaitanya hid И there. Господь Everyone Чайтанья hid там, there. все там His favorite прятались. hiding place. Это их самое любимое место прятаться. And then Ramai Pandit went back to the Lord. И Рамай Пандит пошел обратно к He said, "I Господу. know he's testing me. И он сказал: я знаю, меня He's in испытывают. Nandanacharya's house. You go and get him." Он в доме Нанданачарьи, иди и приведи его. So then they brought Advaita Ачарьи, and he was worshipping the Lord, and he saw the full opulence of the Lord. Они привели Адвайта Ачарьи, и он поклонялся Богу, он увидел все великолепие Господа. Demigods, Полубоги, great serpents, apsaras, everyone worshipping the Lord. огромные змеи, апсары, все поклонялись Богу. And he worshipped to his full content. И он поклонялся с полной преданностью. And then the Lord said, "Advaita, dance!" И потом Господь сказал: Адвайта, танцуй. And then Advaita Ачарьи, he danced in various moods. И потом Адвайта Ачарья танцевал в разных настроениях. And then Lord Chaitanya said, "What do you want?" И потом Господь спросил: что ты I хочешь? said, "Well, you've given everything. You've appeared. I know. Ты все мне дал. I danced for you. What else do I want?" Ты явился, ты все мне дал. Я танцевал для тебя. Что No! мне еще надо? Take a boon! Нет, возьми луну. Boon. Благословение. Ага. Возьми благословение. And then Advaita Ачарьи, he said, "I want that you should distribute
devotional service to everybody. И Адвайта Ачарья сказал, хочу, чтобы ты распространился Not only the highest, the lowest as well. преданность среди всех, не только среди самых высоких, но среди самых низких также. Lord Chaitanya roared, yes, yes. И Господь Чайтанья прорычал, да, да. So that benediction is there. Вот это было благословение. Advaita Ачарьи, he's very, very merciful. He himself got that promise from the Lord. Адвайта Ачарья очень милостив, он сам попросил у Господа это обещание. Then. Lord Chaitanya, he told the devotees that you go and preach now. И Господь Чайтанья сказал преданным, идите и проповедуйте. My Guru Maharaj, Srila Prabhupada, they were having class in 26 Second Avenue. Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, у них были, они давали уроки на 26 Second Avenue. That was his first дом, temple. 26-й дом, 2-й авеню. And then one day he said, so we're going to dance and chant in public. И однажды он сказал, мы будем танцевать и петь на улице при людях. And they all went together to Tompkins Square Park. И они все пошли на Томпкинс Сквер парк. And then they would, Srila Prabhupada was playing, I don't remember, not bongo, I think. Some Шрила drum. Прабхупада играл на... And the devotees were dancing, everyone was. Все пели и Amazing. танцевали, это было удивительно. So similarly, Lord Chaitanya also, he said, so we're going public. И Господь Чайтанья точно так же сказал, мы идем на улицу. And he told especially Haridas Thakur and Nityananda Prabhu, you go together. Он особенно сказал Харидасу Тхакуру, Нитянанде Прабху, вы идете вдвоем. Usually the sadhus go and they ask for alms. You give something. Обычно садху, когда ходят, они что-то просят, чтобы им дали. So Lord Chaitanya said, yes, you go and beg alms. What alms? Да, он сказал, идите и просите, но... What's alms? Милосердие. Милостыня. Милостыню. Идите, просите милостыню. Please chant the holy name. Милостыня такая, пожалуйста, воспевайте святые имена. If someone, no, I don't want to chant the holy name. А если кто-то скажет, нет, я не хочу Then воспевать, Nityananda would go down on the floor, rolling like a golden mountain on the floor. то Господь Нитянанда падал на землю и катался, как золотая гора, Please, please, please chant Hare Krishna. и умолял, пожалуйста, воспевай святые имена. So then why Haridas Thakur and Nityananda Prabhu together? А почему вдвоем должны были выйти Харидас Тхакур и Нитянанда Прабху? Nityananda Prabhu was very elevated Brahmana. Нитянанда Прабху был очень возвышенным браманом, Haridas Thakur is Muslim. а Харидас Тхакур был мусульманином, бывшим мусульманином. Reform, anyway, whatever. Ну, в любом случае. So, Пришел. То Адвайта Ачарья пришел. these things are designed Харидас to Тхакур и designed to Нитянанда agitate the Прабху. mind. Это сделано, чтобы не возбуждать. So one's very high and one's very low. Один был очень высокий, From material point of view. а второй был очень низкий, both низкого роста very с high. материального Both точки very зрения, но на самом деле они были очень высокие оба. One's sannyasi. Один был саньяси. So any way you look at it, Как бы if somebody's high birth, elevated, educated, or quite образование, wretched, in any case, the mercy is there. то есть в любом случае, они, если посмотреть со всех точек зрения, они были очень... So Haridas Thakur, he was милостивы. complaining to Advaita Acharya. И Харидас Тхакур все время жаловался Адвайта Ачарьи. As Lord Chaitanya, he's linked me up with a madman. Господь Чайтанья меня связал с сумасшедшим. He jumps into the Ganga. He wrestles with crocodiles. Он прыгает в Гангу, он борется с крокодилами. Or he just floats like this. Или просто плавает
And then if he sees a boy on the bank, then he jumps out of the river and he starts running after the boy. А если он видит мальчика на берегу реки, он просто прыгивает из реки и бегает, бежит за мальчиком. Then I have to pacify the relatives. И мне нужно успокаивать их родственников, его Or see a little girl. Если он видит маленькую девочку, Little girl. маленькую. And then Nityananda Prabhu is so tall, like 2 meters. Такой высокий, он 2 метра. Oh, I want to marry you, please. I want to marry you. I want to marry Я you. хочу жениться на тебе, я хочу жениться. She runs home to her parents, and then Haridas Thakur has got to pacify the parents. Она бежит домой к родителям, и Харидас Тхакур должен успокаивать ее родителей. Oh, he finds a milkman. А если он находит молочника, He steals all the yogurt and butter and then runs away. он ворует все масло и йогурт и убегает. Haridas Thakur, what? Why? Chaitanya Mahaprabhu is tying me up with this mad person. Почему, за что Чайтанья Махапрабху связал меня с этим сумасшедшим? So then, Haridas, Advaita Ачарьи said, I think, oh, then Jagai and Madhai. А также Джагай Мадхай еще. So, like this, Advaita Ачарьи, he was appreciating these Sankirtan pastimes. Адвайта Ачарьи очень высоко ценил Санкиртана, игры Санкиртаны. Advaita Ачарьи felt very unhappy because Lord Chaitanya was always honoring him. Адвайта Ачарьи был очень несчастен, потому что Господь Чайтанья постоянно относился к нему с He's my Lord. почтением. Он говорил, это же мой Господь. Mahavishnu, he's a incarnation of an expansion of an expansion of an expansion of an expansion of Krishna. Like this. On incarnация, expansion Krishna. Advaita Ачарьи. Поэтому he's worshipping, he wants to worship Lord Chaitanya. Поэтому он хочет поклоняться Господу Чайтанье. But he's senior. Но он выше, старше. So Lord Chaitanya is worshipping И him. поэтому Господь Чайтанья поклоняется ему. What to do? Что же сделать? And then one time he's always wanting to serve Lord Chaitanya. И он всегда хотел поклоняться, он всегда хотел служить Господу Чайтанье. One time Lord Chaitanya, they're in a kirtan, И однажды Господь Чайтанья вел киртан and Lord Chaitanya fainted. и упал в обморок. Advaita Ачарьи, he took the chance. И Адвайта Ачарьи появился шанс. He took the dust from Lord Chaitanya's lotus feet and put on his head. Он взял пыль из-под лотосных стоп Господа Чайтаньи и себе на голову насыпал. Crying, crying. He's washing Lord Chaitanya's lotus feet with his tears. Он омывал стопы Господа Чайтаньи своими слезами. And then he hid. А потом спрятался. Lord Chaitanya regained consciousness. Господь Чайтанья пришел в чувство, He began to dance. начал танцевать. I don't feel happy. What's happened? Я не чувствую себя счастливым. В чем дело? Has somebody touched my feet? Кто-то трогал мои стопы. All the devotees. Все преданные так. What to do? What to Что say? же делать? Что If they tell him, then what's Advaita Ачарьи going to say? Если мы ему скажем, чтобы нас скажет Адвайта Ачарья. If we don't tell him, he's the Supreme Lord. А если мы им не скажем, ну как же, он же Верховный Господь. And then Advaita Ачарьи, he came, he said, actually, I did it. А потом пришел Адвайта Ачарья и сказал, вообще-то я это сделал. And then Lord Chaitanya, he became like very angry. И Господь Чайтанья, было похоже, что он разозлился. See, he was talking, he was saying, this Advaita, he'll destroy everything. Этот Адвайта, он говорил, он все разрушит. You kill the sannyasis, you kill the yogis, you kill the mayavadis. Ты убиваешь саньяси, йогов, майявади. You're killing me as well, you're stealing my devotion. Ты также меня убиваешь, ты крадешь у меня мою преданность. Lord Krishna's given you all the devotion in the universe. Господь Кришна дал тебе всю преданность во Вселенной. And you're still stealing from me. I've just got so little and you steal even that. И ты у меня все равно воруешь, у меня так мало преданности, ты все равно у меня ее воруешь. You're mafiosi. You're a big thief. Ты вор, мафиоз. You've stolen the happiness of love, my love for Krishna. Ты украл у меня счастье от любви к Кришне. He said, I'm a thief. Он говорит, я вор. And they jumped on Advaita Ачарьи, pushed him over. And then he was rubbing his head on his lotus feet. Прыгнул на него и начали драться. Advaita Ачарьи couldn't do anything. И Адвайта Ачарья не мог ничего сделать. I've captured the thief, I've tied him up. Господь Чайтанья сказал, вот я поймал этого вора, я его связал. Он его стопы обнял. Спасибо.
So like this, very funny relationship. Another time, rather romantic, he narrated this morning. Advaita Ачарья. Oh, another time. А в другой раз Lord Chaitanya, he was dancing, we couldn't feel any ecstasy. Господь Чайтанья танцевал, но не мог ощутить никакого экстаза. Advaita Ачарья, he became very proud. И Господь, и Адвайта Ачарья стал очень гордым. So he said, why should you feel love? Он сказал, почему у тебя должна быть любовь? You go with the low people and you give them love. Ты ходишь к низким людям, и ты им эту любовь отдаешь. You don't give us love. Ты нам не отдаешь He's любовь. like, Advaita Ачарья was intoxicated. Адвайта Ачарья был Intoxicated with love, I have to say. опьянен любовью. So he was like mad. Он как сошел с ума. He said, why should you have love? Почему у тебя должна быть любовь? And then Lord Chaitanya said, I can't have love? А потом Господь Чайтанья сказал, что у меня Then my не life's может быть useless. любви. Значит, моя любовь And then he ran to бессмысленна. Ganga and he jumped into the Ganga. У меня любовь бессмысленная, и он побежал в Гангу и прыгнул в нее. And Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they were running after him. И Нитянанда и Махарадж Тхакур бежали Lord за Chaitanya ним. running like mad. А Господь Чайтанья убегал как They сумасшедший. both jumped into the water after him. Они за ним оба прыгнули в воду. Lord Nityananda grabbed his hair, Haridas Thakur grabbed his feet. Господь Нитянанда схватил его за волосы, а Махарадж Тхакур за стопы. And then Lord Chaitanya is crying, why? Why did you pull me out? Why did you pull me out? И Господь Чайтанья плакал, зачем вы меня, кричал, зачем меня вытащили, зачем? How can I live without love? Как я могу жить без любви? So in the end he became pacified. И в конце концов он успокоился. He said, listen, I'm going to hide, don't tell anybody. Послушайте, я спрячусь, никому не рассказывайте. Just tell everybody, we didn't see him, we don't know where he went. Просто скажите всем, мы не увидели, куда он пошел. Then Lord Chaitanya, he went and hid himself. А потом Господь Чайтанья пошел и спрятался. Where did he go? Куда же он пошел? Nandanacharya's house. В Нанда на Ачарьи. But nobody could find him. Но никто не мог его найти. So all the devotees were so disturbed. И все преданные так разволновались. Especially Advaita Ачарья. Особенно Адвайта Ачарьи. So then in the morning, Nandanacharya, he was very happy. А Нанда на Ачарьи, конечно, был очень счастлив. They spent the whole night talking about Krishna. Они всю ночь там разговаривали о Кришне. So in the morning, Srivas Thakur came. И утром пришел Шрипад Тхакур. Lord Chaitanya said, what about Advaita Ачарья? What's he doing? Господь Чайтанья спросил, что там насчет Адвайта Ачарьи, что он делает? Oh, he's like a walking dead body. Он как ходячий мертвец. Fasting. Он постится. So then Lord Chaitanya said, okay, you can go and bring him. Господь Чайтанья сказал, ну хорошо, пойди и приведи его. So Advaita came, very penitent, very sad. Адвайта Ачарья пришел очень с грустным. Lord Chaitanya said, don't worry. Господь Чайтанья сказал, не волнуйся. Sometimes the king punishes his servant. Иногда царь наказывает своего слугу. So all the demigods, the demigods and demigoddesses, they may be punished by the Lord. Поэтому все полубоги и богини могут быть наказаны Господом. Your servant, your Lord Krishna's servant, don't worry. Ты слуга Господа Кришны, не волнуйся. Get up, take your bath, perform your worship. Встань, поднимись, прими душ и продолжай. Then Advaita Ачарья became very happy. И Адвайта Ачарья был очень счастлив. Oh, you're my Lord. О, ты мой Господь. And he was dancing. Yes, you're my Lord, you're my Lord. Он танцевал, да, ты мой Господь. Another time, Advaita Ачарья, again he became unhappy because Lord Chaitanya was worshipping him. А в другой раз Адвайта Ачарья опять был несчастлив, потому что Господь Чайтанья ему поклонялся. How can I break this? How can I stop him from worshipping me? Как я могу это все, как я могу заставить его прекратить себе поклоняться? Lord Chaitanya has come to preach devotional service. Господь Чайтанья пришел, чтобы проповедовать преданное служение. And especially to destroy the arguments of the Mayavadis and impersonalists. И особенно для того, чтобы разрушить аргументы Майявади. I'll preach
impersonal philosophy. Я буду проповедовать имперсонализм. Then he won't honor me. Потом, вот после Maybe этого he'll beat me. он перестанет меня уважать, может даже меня побьет. So then Advaita Ачарьи, he studied all the books И потом of Адвайты impersonalists. изучил все книги по имперсонализму. And he began to preach impersonalism. И стал проповедовать Bhakti имперсонализм. depends on impersonalism. Бхакти зависит от Bhakti имперсонализма. has no strength without У impersonalism. бхакти нету силы без имперсонализма. First get liberated, then you can practice Сначала bhakti. освобождение, а потом вы можете практиковать бхакти. Lord Chaitanya became so angry. А Господь Чайтанья так разозлился. So he went with Nityananda Prabhu. They jumped into the Ganga. And he was swimming to Shantipur. Он пошел к Ганге, прыгнул в реку и плыл в Чантипур. Haridas Thakur, he knew why Advaita Ачарьи was doing this. Харидас Тхакур знал, почему Адвайта Ачарья это He делает. was laughing and laughing. Он смеялся над этим. But then Advaita Ачарьи understood, oh, Lord Chaitanya is coming. А потом Адвайта Ачарья понял, о, идет Господь So he's sitting Чайтанья. on his vyasa. Yes, impersonalism, impersonalism, Он impersonalism. сидел на Вьясасане и проповедовал имперсонализм. And Lord Chaitanya came. И пришел Господь Ah, Чайтанья. Advaita Ачарьи is so happy. Адвайта Ачарья был такой счастливый. Like Bhishma Dev when he saw Krishna coming to kill him. Как Бхишма Дева, когда он видел, что Haridas Thakur, oh, Krishna, Krishna, Krishna. Everyone became afraid. И Харидас Тхакур так испугался, все боялись, что сейчас... Advaita! Адвайта? You're saying bhakti depends on impersonal philosophy? Адвайта, ты говоришь, ты утверждаешь, что бхакти зависит от имперсонализма? Yes! Да! You can't have bhakti without impersonal philosophy. У тебя не может быть бхакти без... You can't! You brought me to teach devotional service. Эй, ты привел меня, чтобы я распространял преданное служение. Lord Chaitanya jumped on him, dragged him off the asana, beating him, beating him, beating him. Господь Чайтанья подскочил, стащил его с Вьясасаны и начал его бить. Sit him, oh, he's an old man, have mercy, have mercy. Все закричали, ой, он старик, пожалуйста, будь милостив. Advaita Ачарьи said, ah, where's your praise now? Where's your worship now? Адвайта Ачарья сказал, вот, а где теперь твое поклонение мне, где твоя хвала мне? Then Lord Chaitanya became very embarrassed. И Господу Чайтанье стало очень стыдно. He began to praise Advaita Ачарьи like anything. И он снова стал молиться Адвайта Ачарьи. No, praised. Прославлять. Прославлять Адвайта Ачарьи. So gradually they had a big feast. И потом и был большой праздник. Nityananda Prabhu was there already as well. Там был также Нитянанда Прабху. So after the feast, everybody had taken enough. После праздника все хорошо очень наелись. Like last Sunday, more. Как даже больше, чем в прошлое воскресенье. And then Nityananda Prabhu, he started throwing prasadam around all over the И place. Нитянанда Прабху стал просто разбрасывать просаду по всему. And Lord Chaitanya said, oh, misbehaving like a naughty boy. А он, Господь Чайтанья сказал, о Боже, он опять балуется, как Advaita мальчик. Ачарьи started to chastise Nityananda И Prabhu. Адвайта Ачарья стал ругать Нитянанду Прабху. They're quarreling like mad, Он ругался, как сумасшедший. praising them, praising each other. И они друг друга восхваляли. Nityananda Prabhu, he's beyond any caste, any kind of worldly divisions. Нитянанда Прабху, он за пределами любой касты или любых материальных Advaita разделений. Ачарьи said, who's brought this madman? И Адвайта Ачарья говорил, кто привел этого He'll сумасшедшего? destroy everything. Он разрушит все. He's breaking our caste, everything. Он разрушает нашу касту, все абсолютно. And Nityananda said, hey, you're just an impersonalist. А Нитянанда Прабху говорил, да ты просто имперсоналист. Advaita. We Адвайта. don't need Advaita philosophy. Нам не нужна философия Адвайты. But actually Advaita means he's not different from А вообще the на самом Supreme деле Lord. Адвайта означает, что он не отличен от Верховного Господа. Тогда. One day, Однажды. Это автоматически, не обращайте Однажды. Lord Chaitanya, he sat on the altar. Господь Чайтанья сидел на алтаре.
with the Shalagram Shila in his lap. И у него на коленях была Шалаграм Шила. And he began to give blessings to everybody. И он давал всем He благословения. was giving pure love to everybody. Он раздавал чистую любовь всем. But he didn't give to Sachi Devi, Но он не дал эту любовь Шачи Деви, his mother. его матери. So devotees are saying, why don't you give to Shachi Devi? А преданные спросили, почему ты не раздаешь любовь Шачи Деви? No. She has offended a devotee. Но нет, она оскорбила преданную. Offended a devotee? How? Оскорбила преданную. Каким образом? Yes, she offended Advaita Ачарья. Она оскорбила Адвайта Ачарью. Offended Advaita Ачарья? Но оскорбила каким образом? So when Nemi was a young boy, Когда Нимай был Lord Chaitanya was young boy, мальчиком, so his brother Vishvarup, его брат Вишварупа very, very beautiful. очень He красивый. was studying at Advaita Acharya's school. Он учился в школе Адвайта Ачарьи. And in the end, when Vishvarup, he heard his parents discussing that how he should get married. И потом, когда он услышал, Вишварупа услышал, как его родители обсуждают, что он должен жениться, So he decided to take sannyas он решил принять and he саньясу left home. и оставил дом. So Shachi Devi, she blamed Advaita Acharya. И Шачи Деви за это поставила это в вину Адвайта Ачарьи. She said, he's the culprit. He's the one who's done this. Вот тот негодяй, который это сделал. He's called Advaita, Вот зовут Адвайта. but he's parted me from my son. Но он меня разлучил с моим So сыном. he should be called Dvaita. Поэтому его нужно называть Dualism. дуализм. That was it. Вот это было оскорбление. Dvainost. Двойственность. That was her only offense. No offense. Это и все было ее оскорбление, никакого в принципе. But Lord Chaitanya, that time, he took it very seriously. Но в тот момент тогда Господь принял это очень серьезно. So the devotees went to Advaita Acharya and told him, И преданные пришли к Адвайта Ачарье и сказали What? ему, что? you're saying Shachi Devi's offended me? Что, говоришь, что Шачи Деви меня оскорбил? You want to kill me? Ты хочешь меня убить? She's the mother of the universe. Она мать Вселенной. She brought Lord Chaitanya in her womb. У нее в утробе был Господь Чайтанья. And then Advaita Acharya, he was so overwhelmed И у Адвайта Ачарьи все that he fainted. были такие настроения, у него было через край эмоций, и он упал без чувств. And then Shachi Devi, she understood, oh, this is my chance. И Шачи Деви поняла, вот у меня есть шанс. And while he was lying unconscious, then she came and took the dust from his lotus feet on her head. И пока он лежал без чувств, она пришла и взяла пыль с его лотосных стоп и свои на... Because she understood that there's no way that he would accept her obeisances if he was like conscious. Потому что она понимала, что он ни в каких обстоятельствах не примет ее поклоны, если бы он был в чувстве. He couldn't tolerate worship or respect from her. Он бы не мог вытерпеть поклонение от нее. So while he was unconscious, she took the dust from his lotus feet on her head. И пока он был без чувств, она взяла пыль с его лотосных And then стоп she себе also на fainted. голову. И тоже от этого Both lying упала on the без floor. чувств. Они оба лежали на полу. So this way, Lord Chaitanya, then he pardoned И таким, Shachi Devi and he gave her also love. и таким образом Господь Чайтанья простил Шачи Деви и тоже дал ей свою любовь. Once Advaita Acharya, Однажды Адвайта Ачарья, he was in ecstasy. он был в экстатическом настроении. Lord Chaitanya could feel, he was in a distant place, but he came. He could feel the ecstasy of Advaita Хоть Acharya. Господь Чайтанья был далеко, он пришел, потому что он мог ощутить это настроение Адвайта Ачарьи. What do you want? Что тебе Lord надо? Chaitanya said, what do you want? Что тебе надо, сказал Господь Чайтанья. Advaita said, I want to see what Arjuna saw. Я хочу увидеть то, что увидел Арджуна. I want to see your power. I want to see your opulence. Я хочу увидеть твою мощь, твое великолепие. I want to see that universal form. Я хочу увидеть эту форму, вселенскую форму. And then suddenly Advaita Acharya, he found himself sitting on a chariot. И вдруг внезапно Адвайта Ачарья увидел, что он оказался на And then he saw колеснице. Krishna, И four увидел arms. Кришну четырехрукого. And then suddenly
millions and millions of universes. И внезапно миллионы вселенных. Sun, moon, Солнце, oceans, луна, mountains. океаны, горы. Millions of eyes, millions of Миллионы arms, millions глаза, of faces. миллионы рук, миллионы лиц. Flames coming out of the mouths. Огонь, вырывающийся из ртов. Advaita Ачарьи was in ecstasy. Адвайта Ачарья был в экстазе. Nobody else could see. Никто больше не мог этого видеть. Nityananda Prabhu, he was wandering in Nadia. Нитянанда Прабху был в Нади. But he also knew what had happened. Но он знал также, что So произошло. he came running. И потом он прибежал. And then he also saw this universal form. И он тоже увидел эту вселенскую форму. Chaitanya Mahaprabhu, he opened the door for him. А Чайтанья Махапрабху открыл дверь для него. And Nityananda Prabhu, he saw the form and he offered obeisances. А Нитянанда Прабху увидел эту форму и предложил свои поклоны. Chaitanya Mahaprabhu said, "Get up, Nityananda, get up. Чайтанья Прабху сказал: да вставай, Нитянанда. You're my life. Ты моя жизнь. Anyone who thinks that you and Advaita are different people, they don't understand anything." И если кто-нибудь думает, что ты и Адвайта это разные люди, они, значит, ничего не понимают. So Advaita Ачарьи and Nityananda Prabhu, they were both offering prayers to the Lord's universal form, both in ecstasy. И оба, и Адвайта Ачарьи, и Господь Нитянанда, оба предлагали свои поклоны в экстазе этой вселенской форме. The Nityananda Prabhu and Advaita Ачарьи, they were completely in ecstasy. И Нитянанда Прабху и Адвайта Ачарьи, они были погружены в They экстаз. were rolling on the ground everywhere in the courtyard. Они везде катались в пыли по саду. Dancing, singing, clapping, embracing each other. Обнимали друг друга. And then they started apparently insulting each other. И потом они начали друг друга Оскорблять друг друга. Advaita said, "Hey, you drunken abadut! Эй, ты пьяный. You don't follow any rules and Ты regulations. не следуешь никаким правилам. Who said you could come in here? А кто тебя вообще сюда позвал? Who says you're a sannyasi? А кто сказал, что ты саньяс? You don't have any class, no У caste. тебя ни каст, не принадлежишь ни You касте, don't ни eat at your own классу. home. У тебя даже дома нет. No one knows what family you're from. Ты даже никто не знает, из какой ты семьи. You're a drunkard. Ты пьяница. Why should you stay amongst the Vaishnavas? Почему ты должен оставаться среди You вайшнавов? leave straight away, otherwise it'll be worse for you." Давай уходи, а то тебе будет хуже. And then Nityananda, "Hey, А Нитянанда, watch your mouth. а ну-ка следи за своими, I'll hit you. а то я сейчас ударю. You're an old Brahmin, you're not afraid of me? Ты что, старик, ты что? I'm wild!" Меня не боишься? Я дикий, я необузданный. And then suddenly Advaita, then he get so angry. И потом Адвайта так разозлился, Throw off all his clothes. разбросал всю одежду. Ah, who do you think you are? А кто ты вообще? You eat meat, you eat fish. Ты ешь меня? How you? И ты ешь мясо, ты ешь. How are you a sannyasi? Какой же ты саньяс? Who's your father? Who's your mother? Кто твой отец, кто твоя мать? You're a thief. You eat everything. Вор, ты все You eat everything. ешь все подряд. Like this, chastising И each other, они друг chastising. друга ругали. So much love. Столько любви. No, nobody could understand. Nobody can understand really what they're saying. Вообще, на самом деле, никто не мог понять, что они говорят. Actually, they're saying that both of them completely beyond any material regulations Вообще, at all. на самом деле, они оба были абсолютно вне всех материальных правил предписаний. So like this, so many beautiful pastimes. Так вот, таким образом, очень много игр. When Lord Chaitanya took sannyas, Когда Господь Чайтанья принимал саньясу, he was mad. он был в безумии. He wanted to go to Vrindavan. Он хотел пойти во Вриндаван. Nityananda Prabhu was with him. И Нитянанда Прабху был с So ним. Nityananda Prabhu is very, very kind. Нитянанда Прабху очень милостив, очень добрый. So he said, Vrindavan is this way. А он сказал: Вриндаван вот туда. As they were going, then they saw some cowherd boys. А они шли, и они увидели мальчиков-пастушков. Chaitanya Mahaprabhu was wandering around, Krishna, Krishna, Krishna. И Чайтанья Прабху говорил: Кришна, So Кришна. Nityananda Prabhu came to the boys. He said, "Listen, there's a madman coming here. Нитянанда Прабху сказал: слушай, мальчик, подошел к мальчику-пастушку и сказал: тут сейчас сумасшедший придет. When this madman comes here and he asks where Vrindavan is, you point him this way." И когда этот сумасшедший подойдет и спросит, где Вриндаван, покажи вот туда, в ту сторону.
So Lord Chaitanya came, Krishna, Krishna, where's Vrindavan? Господь Чайтанья подошел, Кришна, Кришна, где тут Вриндаван? He saw the cowherd boys. Он увидел мальчиков. Where's Vrindavan? Where's Vrindavan? Где тут Вриндаван? Куда? Vrindavan's over that way. А Вриндаван туда. And Chaitanya went. И Господь пошел. So actually they were going to Shantipur. Вообще, на самом деле, он ушел в Шантипур. So finally they came to Ganga. И потом, наконец, они пришли к Ганге. Lord Chaitanya said, oh, we've come to Yamuna? Господь Чайтанья сказал, что мы пришли к Ямуне. Nityananda Prabhu said, yes, 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 Yamuna. Нитянанда Прабху сказал, да, So Lord Chaitanya, he dived into Yamuna, he was taking bath, he offered prayers. Господь Чайтанья прыгнул в реку, начал поклоняться ей, принимал омовение. And then he saw a boat coming. И потом он увидел, как лодка And in the boat is Advaita Ачарьи. А вот в лодке был Адвайта Ачарьи. How have you come to Vrindavan? А как ты пришел во How Вриндаван? did you know I was here? Как ты знал, что я здесь? Oh, Nityananda's cheated me. Так Нитянанда меня обманул. Advaita Ачарьи said, no, 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 actually wherever you are, that's Vrindavan. А Адвайта Ачарьи сказал, да нет, вообще, где бы ты ни находился, там и будет But he said this is Вриндаван. Yamuna. Но он же сказал, что это Ямуна. Actually, yes, Yamuna's here. Вообще-то да. Ganga's on the other side, this side Yamuna. Вообще-то да, но это действительно Ямуна. Ганга на другой стороне, а это Ямуна. So Advaita, then he gave him dry clothes. И Адвайта дал ему сухую одежду. So Lord Chaitanya and Nityananda, they've been fasting for 3 days. И Господь Чайтанья и Нитянанда были на посту, то есть постились 3 дня. So Advaita Ачарьи said, you should come to my house, it's quite close. А Адвайта Ачарья сказал, ты должен пойти ко мне домой, он достаточно близко здесь. I've got a little rice there, it's just suitable for a sannyasi. У меня немножко риса есть, как раз подходящий для саньяси. Like Srila Prabhupada, when he was in San Francisco, Когда Шрила Прабхупада был в Сан-Франциско, then he became very, very sick. он очень сильно заболел. Went to India, Он поехал в Индию he didn't know if he was going to come back. и не знал, вернется ли он. But in India he became very, very strong. Но в Индии ему опять стало хорошо. So he came back, И он вернулся, devotees were so happy to see him. и преданные были так счастливы его видеть. Big kirtan. Был очень большой киртан. So at the end of the kirtan, devotees said to Srila Prabhupada, Prabhupada, there's prasadam. А потом после киртана преданные сказали, Прабхупад, тут просад. So you can imagine they cooked this huge feast. И там был Huge feast. огромный праздник, огромный пир. In the old days, ISKCON devotees, they really worship prasad. В давние времена Искона преданные действительно почитали просад. Maybe still, I don't know. Может быть, они до сих пор это делают, я не знаю. So Prabhupada said, oh, a little rice? Немножко риса. Прабхупада сказал, о, чуть-чуть риса. So Chaitanya Mahaprabhu said, oh, little rice, okay. Ага, и когда Чайтанья Прабху сказал, о, немножко риса, это как раз. And then he came with this huge feast. И когда они уже пришли, там был огромный пир. Krishna's Kaviraj Goswami, he begins to describe it, and then he says, I can't go on. Кришна Кавирадж Госвами говорит, он начал описывать это, но он сказал, я просто не могу продолжать. So much rice, so many different vegetables, so many different pickles. Столько овощей, столько солений всяких. And then Chaitanya Mahaprabhu is saying, this is not right for a sannyasi. А Чайтанья Махапрабху сказал, это неправильно для саньяси. Advaita says, come on. А Адвайта Ачарьи сказал, да ладно. I know in Jagannath Puri, you're eating 52 times a day. Я знаю, что в Джаганнатхапуре ты ешь 52 раза в день. This is just zakuska for you. Это так, Just a little snack. немножко перекусить, это так. So they're eating, and every time Lord Chaitanya Mahaprabhu would take half of what was on his plate, Ага, они then Advaita Ачарьи was кушали, adding up again. они кушали, и каждый раз, когда Господь съедал пол тарелочки, Адвайта Ачарьи ему добавлял еще. So Chaitanya Mahaprabhu said, I'm full, I can't eat anymore. И Чайтанья Прабху сказал, я все, я уже наелся, я больше And не Nityananda могу. Prabhu, he said, well, I'm not full. А Нитянанда Прабху сказал, а я не наелся. We've been fasting for 3 Мы days, 3 дня постились, and still we're fasting. I'm hungry. и мы до сих пор на посту. And he Я started throwing голодный. rice around. И начал разбрасывать вокруг рис. And the rice landed on. No, it's in here. The rice landed on Advaita Ачарьи. И He began dancing. немножко риса упал на Адвайта Ачарьи, и он начал танцевать. He said, "Oh, you're mad, and now you've made me mad as well." Эй, ты сумасшедший, я из-за тебя тоже стал сумасшедшим.
Nityananda Prabhu started chastising him. И Нитянанда Прабху начал его ругать. I'm a sannyasi, you're supposed to feed me. Я саньяси, ты должен меня накормить. You've committed a great offense. Ты совершил жуткое оскорбление. In order to nullify this offense, Чтобы нивелировать это you'll have to оскорбление, feed 6 more sannyasis. ты должен накормить еще 6 саньяси. Advaita Ачарьи said, I'll never feed another sannyasi in my life. Адвайты сказал, я больше никакого саньяси не буду кормить всю свою He жизнь. said, you're Brahsta Paramahamsa, you're a fallen Paramahamsa. Fallen Ты падший Paramahamsa. Парамахамса. Like this, again, they're chastising each other. И они quarreling. опять начали ругаться и спорить. So then, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they had a big festival. Then Advaita Ачарьи, he called all the devotees from И потом у господа Чайтани и Нитянанда был большой Майяпур, фестиваль Навадвип. в Майяпуре, в Навадвипе. Big И Адвайта festival. Ачарья всех позвал, всех преданных. Shachimata also came. И Шачимата также пришла. Oh, when she saw my Nimai now completely shaved, И когда она увидела, о, мой не мальчик, он абсолютно Crying, лыс, она crying, плакала. crying. Она проливала слезы. then she she told the devotees that nobody can cook for him. Only I can cook for him while Она we're here. сказала преданным, никто не будет ему готовить, только я буду ему готовить еду. Only Vishnupriya couldn't come. А, Vishnupriya, Вишну- his только, wife. только его жена Вишнуприя может прийти помочь. So Она then, не пришла, couldn't come, не Then- могла прийти. after some days, then Lord Chaitanya just left. А потом через несколько дней Господь Чайтанья просто ушел. Then Advaita, he was living in Navadip. Every year they would go to Puri 4 months for the rainy season. Каждый год они уходили в сезон дождей в Пури. So after some time, Через некоторое время somehow or other it happened that Jagadananda Pandit, как-то так случилось, что Джаганат he went to Navadip, что он пришел на Навадвип. and there he met with Advaita Acharya. И там он встретился с Адвайта Ачарьей. So Advaita Acharya, he sent a poem with Jagadananda Pandit. А Адвайта Ачарья прислал с Джаганатом Пандитом Дети должны стихотворение. быть тихими. So he sent a poem with Jagadananda Pandit. Он прислал Поэму. поэму. Стихотворение с Джаганатом Пандитом. So he said, first of all, I offer millions and millions of obeisances. Сначала, во-первых, я предлагаю миллионы поклонов. And then he recited that he sent this poem. И потом он прочитал это стихотворение. Baula ke kahiha, loka haila baula. Baula ke kahiha, hatena vikaya chaula. Please tell Lord Chaitanya, Пожалуйста, скажи Господу Чайтанье, he's just like a madman. что он как сумасшедший. Tell him that everyone's become mad like him. Что, скажи ему, что все становятся сумасшедшими, такими же, как он. Tell him there's no need for rice in the marketplace. Скажи ему, что не нужен рис, Rice. что риса на рынке не нужно. Больше не нужно. Больше не нужно. Baula ke kahiha, kaya nahiha aula. Baula ke kahiha, iha kayachi baula. Tell him that those who are mad in ecstatic love, Скажи, что тем, кто сумасшедший от экстатической любви, they're not interested in the material world. не заинтересованы в материальном мире. And also tell Lord Chaitanya, И также скажи Господу Чайтанье, who has spoken these words? а кто сказал эти слова? One who's also a baula, one who's also like a madman like him. Кто точно такой же безумный, как и он. Devotees couldn't understand the poem at all. Преданные совсем не смогли понять это стихотворение. When Lord Chaitanya heard this poem, Когда это стихотворение услышал Господь Чайтанья, he smiled, he said, that's his order. он улыбнулся и сказал, это его приказ. And he didn't say anything. Больше он ничего не сказал. Devotees said,
What's it mean? What's it mean? Преданные друг друга спрашивают, что же это значит, что это значит. Sarab Damodar, he could understand, but anyway, he asked the Lord, what's it about? Дамодар? Sarab Дамодар мог понять, что это значит, но все равно он спросил Господа. Lord Chaitanya said, Advaita Ачарьи is very expert at worshipping the Lord. Господь Чайтанья сказал, Адвайта Ачарья очень большой эксперт в поклонении Господу. He understands all the regulative principles for worship. Он понимает все регулирующие принципы поклонения. All the Vedic principles. Все ведические принципы. So he's invited the Lord to come and be worshipped. И он пригласил Господа, чтобы поклоняться. And he keeps the deity for some time to be worshipped. И он держит божество, которому поклоняется. So deity worship, the deity form of the Lord, it stays in the temple. Божество Господа стоит, фигура Господа стоит в храме. If you're dealing with like a live person, or deity is live, but a person who talks to you. Если ты имеешь дело с живым человеком, с живым божеством, которым можно поговорить. Any time of the day and night, they can come and ask for something. В любой момент дня и ночи можно прийти и попросить что угодно. Like Loknath Das Goswami. Как Локанат Дас Госвами. He was, what happened? Somehow or other anyway, he got the little deity of Radha Vinod. Каким-то образом у него в руки попало божество Radha Vinod. Радха Винод. So Radha Vinod said, hey, I'm hungry. И Радха Винод сказал, а я голоден. So he cooked for him in so much ecstasy. И он готовил для него в экстазе. He said, look, there's rice and vegetable. Where's the chutney? Тут только рис и овощи, а где чатни? So then he got some leaves from a amla tree and then he made some chutney. И он достал какие-то листья и сделал чатни. Okay, nice prasad. Ну, хорошо. Now I'm tired. I need a bed. Теперь я устал. Мне нужна кровать. So he's lying. He said, it's hot. You have to fan me. Он лег, и мне тут жарко. Пожалуйста. So Lokanath Goswami, he was serving Radha Vinod like this deity. И Радхананда Дас Госвами служил Радха Виноду таким образом. But for most of us, this is not very convenient. Но для большинства из нас это не очень удобно. We have other business. У нас есть другие дела. So deity just stands there. И поэтому божество просто там стоит. And then when devotees are ready to worship the deity, И когда преданные готовы ему служить, Guru Mantra, Radha Krishna Mantra, Prabhu Kripaya Sagatam Kuru, Radha Krishna Mantra, the Radha says, okay. And then offering worship, Когда ему предлагают, and finished, Eta Pushpanjali, Radha Krishna Mantra, kindly go back. I'm going to get on with the rest of my life now and do this standing. Я хорошо, вот когда заканчивается служба, то он опять становится на алтаре, а мы идем к своей жизни обычной. They're not really like that. На самом деле это не так. На самом деле это им не нравится. They don't really like it. No, they are not like that. Они не такие. На самом деле они не такие. Vishaka one time, long time ago, she said there's two kinds of deities. Вишака давно еще сказал, что есть два типа божеств. One kind of deity, it's a deity, but it's really Krishna. Есть божества, которые на самом деле Кришна. And the other kind is Krishna, but he's just pretending to be a deity. А другие это на самом деле Кришна, который просто делает вид, что он притворяется, что он божество. So Lord Chaitanya said, "Oh, Advaita Ачарьи is very expert." Господь Чайтанья сказал, Адвайта Ачарья на самом деле большой эксперт в поклонении. He's called the deity. Он призвал божество. He's worshipping the deity. Он ему поклоняется. And then after the worship is completed, he sends the deity somewhere else. А когда поклонение закончено, он его отсылает в другое место. Etat Pushpanjali, Radha Krishna mantra means, okay, excuse me, time to go back. Now you get on with the rest of your life, and I'll get on with the rest of my life. Пушпанджали означает на самом деле, что это мы отсылаем божество, говорим, у тебя своя жизнь, у меня сейчас своя жизнь. Lord Chaitanya said, I don't know the meaning of this poem. Господь Чайтанья сказал, я не знаю, что значит это стихотворение. I don't know what is in Advaita Prabhu's mind. Я не знаю, что на уме у Адвайты Прабху. He's a great mystic. Он великий мистик. No one can understand him. Никто не может его понять. He writes poems that even I can't understand. Он пишет стихотворения, я не могу понять. So what he was saying was that, like Lord Chaitanya had come
like somebody comes to the marketplace to sell rice. Господь Чайтанья сказал, так это как будто кто-то приходит на рынок продавать рис. But when everybody in the marketplace has got rice, then no need to sell. То есть, когда у всех есть на рынке есть рис, то никому не надо, он не нужен, никому не продавать. And then he's saying that those who are in mad and ecstatic love, they don't have any interest in the material world. Он сказал, что у тех, у кого есть, те, которые безумны от любви к Господу, у них не нужен материальный мир. So he's saying, you came to spread love. Он сказал, ты пришел распространить любовь. You're a madman. Ты безумный. And everyone's become mad. И все вокруг становятся безумными. And all these mad people, they don't have any more material business. И у всех этих сумасшедших безумных людей нету больше материальных дел. So your external purpose for coming is being fulfilled. То есть твоя внешняя причина для прихода уже исполнена. Harinam, 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 Kevalam. Everyone's chanting the holy name. Все воспевают святые имена. Everybody knows, chant Hare Krishna. Все знают воспевать Харе Кришна. You've distributed the mad love of Braj everywhere. Ты распространил сумасшедшую безумную любовь Раджа везде. You don't have to be engaged in your external purposes anymore. Тебе больше не нужно заниматься внешней деятельностью. So after that, Chaitanya Mahaprabhu, После этого Чайтанья Махапрабху his emotional state changed. Настроение, эмоциональное состояние изменилось. And he became deeper and deeper and deeper, more absorbed in separation from Krishna. И он был все больше и глубже в настроении разлуки с This is his Кришной. internal purpose for coming. Это была его внутренняя причина для прихода. So Advaita Ачарьи was saying, okay, your external purpose is finished. Now you come for the purpose that you really came for. Адвайта Ачарья таким образом сказал, твои внешние причины уже исполнены, ты можешь теперь обратиться к внутренним причинам, зачем ты на самом деле сюда пришел. Find the love of Srimati Radhika for Krishna. Найди любовь Шримати Радхики к Кришне. So like this, Advaita Ачарьи, he called Lord Chaitanya. Таким образом, Адвайта Ачарья призвал Господа Чайтанью. And he persuaded him to spread the Sankirtan movement. И убедил его распространить Санкиртана, движение Киртана. Distributing the holy name. Распространять святые имена. Distributing Braj Prem. Распространять Браджа Прему. And then in the end he said, okay, В конце он сказал, все, that's it. I called you. вот оно, я And тебя I'm telling призвал, а It's okay, теперь you can carry on with your own purposes. я тебя призвал, а теперь ты можешь продолжать по своим причинам. Chaitanya Advaita Ачарьи is so powerful. Адвайта Ачарья такой могущественный, Lord Chaitanya, he's following his instruction. что такой могущественный, что Господь Чайтанья следует его указаниям. So if Advaita Ачарьи tells him that you have to be merciful, Если Адвайта Ачарья говорит ему, что ты должен быть милостивым, then he'll be merciful. то он будет милостивым. One time, Lord Chaitanya, he said, I give you this boon if anyone takes shelter of you for even half a sesame seed of time. Он дал ему такое благословение, что если кто-то примет прибежище твоих стоп хотя бы на мгновение, So I'll give full mercy. то я ему дам все благословение, всю милость. So what do we have to do? Что же нам остается делать? Pretty much Advaita Ачарьи. He's so powerful, Он такой so loving, могущественный, so такой kind. любящий, такой добрый. He had the power to call Lord У Chaitanya. него есть мощь призвать Господа Чайтанью. He had the power to direct him, И у него есть сила его направлять. to persuade him to spread his mercy. И убедить его распространить свою милость. So today we take shelter at the lotus feet of Shri Advaita И Ачарьи. сегодня мы принимаем прибежище лотосостоп Шри Адвайта Ачарьи. Pray for his mercy that he'll kindly pray to Lord Chaitanya. И мы молимся о милости, чтобы он попросил за нас у Господа Чайтаньи. We're very unfortunate, Мы очень несчастны. stuck here in Ukraine, Застряли в Украине. very poor, Бедные. can't go to India, И не можем даже поехать в Индию. very difficult to meet with pure devotees, Очень сложно встретиться с чистыми преданными. very difficult even to find time to worship Krishna, Даже очень сложно найти время, чтобы поклоняться Кришне. because we have to spend so much time earning a living, Потому что мы столько времени тратим чтобы заработать себе на looking after the жизнь, family.
чтобы следить за своей семьей. So pray to Advaita Ачарьи Prabhu that he'll kindly be merciful and beg Lord Chaitanya to be merciful on us. Поэтому нужно молитесь Адвайта Ачарьи, чтобы он проявил милость и попросил эту милость у Господа Чайтани для нас. Shri Advaita Prabhu ki jai. Shri Advaita Saptami ki jai. Advaita Saptami Pankari Bhakta Vrinda ki jai. Jai Goprimaladevi. Какие-то вопросы у кого-то? Все ясно, все согласно. Ой! Хорошо, вот это я на русском. Вот указание Адвайта Ачарьи Прабху. Его указание, да, он, что значит, все уже воспевают вокруг святое имя? Это во всем мире так или как? Что это имело в виду? Или это просто был предлог, чтобы Господь Чайтанья ушел уже? Или... Не в том, что он мог уйти. Ну, на самом деле, наверное, это 12 глава 19 Антонина. А после этого... Или это чтобы он погрузился в боль? Ну, погрузился, особенно погрузился. Да, на самом деле. На самом деле. Глава 12 Антилилы. Антилилы есть 20. Глава 20. Поэтому, да. Он сказал, ты можешь уйти сейчас. Мы слышали от Вайшнавов, что Прабху, что он говорит, после ухода Господа Чайтаньи все спутники Господа тоже ушли, только Нитьянанда Прабху и Адвайта Ачарьи, они как бы остались и смотрели, как это движение распространялось дальше. А вы не могли бы рассказать какие-нибудь игры Адвайта Ачарьи после ухода Господа Чайтаньи? То есть общую фразу мы слышали, но ничего не знаем. Нет, скоро после того, что Господь Чайтанья ушел, Адвайта Ачарьи тоже ушел. Ой, дети! Рибу! Потому что, но Шинивас, он пошел в Пури, чуть не видел. He just missed having darshan of Lord Chaitanya. Разминулся с Даршаном, не получил Даршан Господь. He stayed there for some time, not so long. Он там оставался недолго, немного времени. And then Gadadhar Pandit left. И потом ушел Гададхар Пандит. So then he decided to go to Mayapur. И потом решил пойти в Майяпур. To get darshan Shivas Thakur, Advaita Ачарья, чтобы получить and Nityananda Даршан Prabhu. Шиваса Тхакура, Адвайта Ачарьи, Нитьянанды Прабху. But they'd already left as well. Но они уже тоже к этому времени ушли. So they really didn't stay for very long. То есть они на самом деле недолго оставались. But who stayed? Но те, кто остались, That was their children, their sons. но их сыновья остались. Son of Nityananda Prabhu Сын is Нитьянанды Прабху. starts with V. And then Advaita, the son of Advaita also, very, very powerful devotees. Очень могущественные преданные эти сыновья остались. So they continued the movement, Они продолжали движение. and especially the three, like Prabhu Troy, Narottam Thakur, Особенно три Srinivas Thakur, and Shyamananda Prabhu. So they studied under Srila Jiva Goswami. Studied. Учились. They studied under Jiva Goswami. Учились у Дживы Госвами. And then they brought the books of the Goswamis to Они потом Bengal. принесли эти книги Госвами в Бенгале. And they actually принесли, they распространили. brought in a cart. Они привезли эти книги в Бенгале. So they actually continued the preaching mission. И они продолжали миссию. Those three, and then the descendants of Chaitanya Mahaprabhu. Эти трое и уже потомки Чайтаньи Махапрабху. And especially like Ishan Thakur, for example. И особенно Ишан Такур. Ishan Thakur, he was the servant of
Jagannath Mishra and Shachimata. Он был слугой Джанатхи Митры и Шачима. See, he was there before Chaitanya Mahaprabhu was born. Он был там до того, как родился Чайтанья Махапрабху. And he was there all pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, he was there. И во время всех игр Чайтанья Махапрабху он был там. And after Lord Chaitanya left, took sannyas, then he was there with Shachimata and Vishnupriya. И после того, как Господь Чайтанья принял саньясу, он оставался там с Шачимати и с Вишнуприей. So those three, they came, and especially Srinivas, Vishnupriya, she put her lotus feet on his head. They gave them mercy. Особенно Шринивас и Шачиприя поставила свои стопы ему на голову. And Ishan Thakur, he just waited until they came. Ishan Thakur. Ишан Такур просто ждал, пока они придут. And then he took them on parikrama and he told them everything. He gave them everything. И потом он их привел в парикраму и дал им все, рассказал им все. And then when they left, he was too emotional. He couldn't say anything. И когда они уже ушли, он был настолько в эмоциональном состоянии таком, что он не мог сказать ничего. But they understood that he was saying that you won't see me anymore. Он понял, они поняли, что этим он говорил, что они его больше никогда не увидят. And then they left, and then somebody came running after them. Oh, Ishan Thakur has left. И они только ушли, и кто-то прибежал за ними и сказал, все, уже ушел, он уже ушел. Shri Bhakti Ratnaka is like that, one after another, one after another. So Они tragic. уходили один за другим, очень все трагично, очень. Tragic. The associates are just leaving. Это были спутники, они уходили одним за другим. Like us now. Так же, как и мы сейчас. Where can we go? Куда мы пойдем? Previously there were so many very elevated devotees. До этого было очень много возвышенных преданных. Now it's much more difficult to find them. А сейчас гораздо сложнее их найти. Very difficult time. Очень тяжелое время сейчас. Anyway, but Lord Chaitanya is looking after us, our Ачарьи is looking after us. They have some plan. Но в любом случае Господь Чайтанья и Ачарьи нас ищут, у них есть план. They're looking after us, and they заботятся о нас. Looking after us. Это заботятся о нас. Мы в их планах. Тем не менее, вы правильно сказали. Они ищут нас. Это правда, они ищут нас. Вопрос. Так есть на самом деле. Господь Чайтанья рассердился на Адвайты Ачарьи, что их персонализм... Он понимает. Да. Я, может, путаю. По-моему, я что-то читала, что вначале так и есть. Вначале познается Браман, потом Параматма, а потом Кришна. Ну, может, я путаю, я не уверена. Ну, как это вопрос. Вопрос, я не совсем понял вопрос. The question is, Lord Chaitanya was angry at Advaita Ачарьи for impersonalism, for preaching impersonalism, but the girl says that she heard that first you should understand this impersonal, Brahman, and then, so some steps, and then you go to Krishna. Is it true? Is it true? If a soul is coming through the Vedic process, если душа проходит ведический процесс, birth after birth after birth after birth after birth after birth, рождение после рождения, it may be that they will first understand impersonal philosophy, возможно, вначале она будет понимать философию имперсонализма, and then Paramatma, потом Параматму, and then Bhagavan. а потом Бхагаван. It may be. Возможно. It may be. But when we come to bhakti, there's no need for this. Но когда мы говорим о бхакти, то в этом нет необходимости. Krishna says, Brahmano hi pratishtaham. I'm the basis of Brahman. Кришна говорит, я основа Брахмана. And then he says that I'm situated in the hearts of all. Он говорит, я нахожусь в сердце всех, каждого. As Paramatma. В образе Параматмы. So when we recognize Krishna, automatically we recognize Brahman, automatically we recognize Paramatma. То есть, если мы признаем Кришну, мы автоматически признаем и Брахман, и Параматму. So we're very fortunate that by worshipping Krishna, we get all the results of any other kind of worship. Поэтому нам повезло, что принимая Кришну, поклоняясь Кришне, мы таким образом получаем результаты всех других поклонений. That's one point. Это с одной стороны. Now there's another point. А еще одна есть. Actually, we're not qualified to realize the impersonal Brahman. На самом деле у нас нет квалификации, чтобы понять для себя, что такое безличный Брахман. You have to be very, very pure. Нужно быть очень чистым.
meditate for so long И так долго медитировать. in the forest. В лесу. So what forest are you going to go to? В какой лес вы пойдете? Я сразу осознаю Кришну. No. To recognize, to realize impersonal Brahman. Это для, чтобы понять Я просто говорю безличный про Брахман. Вигьяну. Мне не про вот надо, а как это будет происходить. То есть я сразу Кришну осознаю, или все-таки это вначале будет по-другому? So she asks if there is a step-by-step process, or you can just understand or realize Krishna. Yes. Можно просто сразу же Immediately you can recognize Krishna. прямо познать Кришну. Chant Hare Krishna. Воспевайте Хари Кришна. Lord Chaitanya is saying, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Господь Чайтанья говорит, In this age of Kali, just chant the holy name, just chant the holy name, just chant the holy в name. этот век Кали просто воспевайте Святое Имя, воспевайте Kalo Святое Имя, nasteva, nasteva, nasteva. In this age of Kali, there's no other way, no other way, no other way. В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. We can't practice karma. Мы не можем практиковать карму. We can't practice jnana. Мы не можем практиковать гьяну. We can't practice yoga. Не можем практиковать йогу. But we can chant the holy name, and by Lord Chaitanya's mercy, we can get Krishna's mercy. Но мы можем воспевать святые имена и милостью Кришны получить, милостью Господа Чайтаньи получить Кришну. It's the one and only way that's open to us, and it's the best way. Это единственный способ, который для нас сейчас открыт, и это самый лучший путь. It's like if you want to go from here to Odessa. Если, допустим, вы хотите попасть отсюда в Одессу. Suppose there's very, very, very heavy snow. Допустим, очень много снега навалило. So all the small roads are covered. И все маленькие дорожки You can't go that way. Вы не можете по ним проехать. But they've plowed the snow off the main road. Но они убрали с главной дороги, с шоссе снег. So how am I going to get to Odessa? Как же мне добраться до By the main road. Главная дорога. It's the only way and it's the best way. Самый единственный и лучший путь. Like that. It's okay? Ясно? Почему у Господа Чайтаньи и Господа Нитянанда было по двое жен, а у Адвайты Ачарьи одна? Why? Это страшный вопрос. Why did Advaita Acharya had only one wife when they had two wives? Обидно просто. Обидно. Думаешь, что одна недостаточно? Lord Chaitanya has two wives. It's clear why. Because Lord Nityananda has two wives. Also clear why. Why Advaita has one. Он ее любил, наверное. No need. Why? Ну, сравните, хорошо, сделайте сравнение. Почему Это же преданный. Нитянанда Сам Господь. Ну да. Это он и Господь, чтобы тысячи жен у него было. If it's clear why Nityananda Prabhu's got two wives, and it's clear why Lord Chaitanya had two wives. Если ясно, почему у Господа Чайтаньи и Господа Нитянанда было две жены, то So what's the necessity for Advaita Acharya to have another wife? зачем же была Адвайта Ачарьи вторая жена? No need. Не было необходимости. Она дает комментарий как раз. I don't have any deep realization of these У things. меня нет никакой глубокой реализации по этому поводу. Nor have I ever heard that question before either. Никто раньше не задавал такой вопрос. Если он Вишну, значит у него Лакшми. Лакшми. Адвайта? Да. Ну, может быть. Господь Чайтанья тоже Вишну. Да. А Кришна тоже Вишну. Махарадж, я еще слышал, что Адвайта Ачарья, он женился в 50 лет, когда А? Адвайта Ачарья женился, когда ему было 50 лет. О, хорошо, для тебя шанс. Я не засекречивал, я говорю, что не имел две жены по той причине, что он поздно женился. Может быть. Я не знаю. Ну, расскажите про эти две энергии. Почему эти две энергии у Господа Чайтаньи, почему эти две энергии у Господа Нитянанды? Воплощение этих двух жен. You'll have to ask Prabhuji. Синтез Гурудев Хариката, not Prabhuji. I don't know. I never heard Gurudev discuss that. Мне переводить или это ваша личная беседа? Я никогда не слышал, как обсуждение от Гурудева. Поэтому я не знаю. У меня осознания нет. Харе Кришна. Шри Адвайта Ачарья Прабhu Ки Джай.